Эта невероятная история произошла в горах Северной Америки, где среди снежных гор находится место спокойствия и природной красоты. Это место окружено плодородной зеленой долиной и густым лесом, где обитает разнообразная дикая природа. Вдали от городской суеты там находится дом Франца Смита, человека средних лет с седой бородой и мудрыми добрыми глазами. Взрослые дети Франца перебрались в большой город в поисках новых возможностей, оставив Франца и его жену наедине в их спокойном доме в горах. На протяжении жизни Франц был защитником природы, человеком, который посвятил свое время и силы заботе о животных, как его отец и дед до него. Много лет предки Франца защищали и берегли пасущихся на лугах овец и кроликов. Каждое существо так или иначе было частью их жизни. Но однажды с мужчиной произошло нечто, что преподнесло ему важный урок. Однажды, чтобы разнообразить свой день, мужчина отправился в лес осмотреть территорию. Вдруг странный звук привлек его внимание. Следуя за шумом, Франц наткнулся на зрелище, разбившее сердце. На земле лежал раненый молодой орел с поврежденным крылом. «Бедный», — пробормотал Франц, осторожно приближаясь к орлу. Хищная птица смотрела на него испуганными глазами, полными боли. «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда», — успокаивающе сказал Франц, медленно протягивая руку к птице. Аккуратно завернув орла в свою куртку, чтобы не причинить еще больше боли, Франц поднял его на руки, стараясь не менять положение подбитого крыла. «Пойдем, дружок», — нежно сказал он. «Пойдем домой, вылечим твое крыло». И, неся орла на руках, Франц отправился обратно, с полной решимостью сделать все возможное, чтобы помочь раненому существу. Дома Франц поместил орла в тихое, безопасное место и, с опытными руками, полными сострадания, начал лечить его крыло. Аккуратно очистил, обработал и нежно перевязал. Все это время маленький хищник наблюдал за ним внимательными, блестящими глазами. В последующие дни и недели он с преданностью ухаживал за орлом. Кормил, поил и внимательно следил за его выздоровлением. Со временем между ними установилась глубокая связь. Франц рассказывал необычному питомцу истории о своей жизни и горах. В ответ орел смотрел на него спокойным, пристальным взглядом. Его безмолвное присутствие было некой компанией, которую Франц ценил. Но дикие животные принадлежат природе, а не людям, и Франц это понимал. Поэтому, когда настал день, когда орел был достаточно силен, чтобы летать, Франц отнес его на улицу. Его сердце переполняли одновременно радость и ноющая внутри грусть. Франц обожал природу и зверей, однако также знал, что пришло время отпустить орла, позволить ему вновь летать над любимыми горами. С последним взглядом на своего спасителя орел расправил крылья и взмыл в воздух, возвращаясь в свой дом, в небо. Франц смотрел, пока тот не стал маленькой точкой, ощущая мир и удовлетворение от проделанной работы и оказанной помощи. Однако, на этом история не закончилась. Вернувшись в горы, орел продолжил навещать своего спасителя и его жену. Связь между Францем и орлом никогда не исчезала. Франц обрел в птице друга, дружбу, которая продолжится в грядущие годы и которая, в конце концов, сплетет их семьи. У Франца родился внук Альберт. Его родители решили привезти малыша в горы, чтобы он познакомился с дедушкой и бабушкой. «Смотри, Альберт», — сказал Франц, держа внука на руках и сидя на крыльце дома, — «это те горы, где твой дедушка жил всю жизнь. И когда-нибудь я всему тебя здесь научу». В этот же момент в воздухе прозвучал знакомый крик. Франц посмотрел вверх и увидел, кто кружил над ними. «А это Альберт, очень особенный друг», — сказал Франц, указывая на орла. «Он тоже часть этих гор». Орел спустился и уселся неподалеку на ветке, любопытно разглядывая новорожденного. Казалось, он приветствует малыша и рад его появлению. Тихо, но радостно в тот вечер семья Смитов праздновала приезд Альберта пикником на открытой веранде у дома. Смех и веселье наполняли воздух, все безумно радовались появлению нового члена семьи.
Орел наблюдал за праздником со своего насеста, не сводя глаз с людей рядом со своим спасителем. Однако, по мере того, как приближалась ночь, орел начал вести себя странно, издавать необычные крики и хлопать крыльями. Франц, который наблюдал за орлом, почувствовал беспокойство, что-то было не так. И тут произошло невообразимое. Орел вдруг резко сорвался с насеста, бросился в центр застолья и, к изумлению всех, схватил когтями малыша в одежде и накидке и мгновенно улетел с ним. Никто не успел даже среагировать. Сердце Франца остановилось, когда он увидел, как орел уносит его внука в небеса. Праздник резко закончился, сменившись жуткой тишиной. Затем, как один, семья Смитов бросилась за орлом, громко крича и размахивая руками в отчаянной попытке заставить птицу вернуть ребенка. Франц был в шоке и полнейшем ужасе. Существо, которое он выходил и считал другом, унесло его внука, он не мог этого понять. Как птица, проявившая столько благодарности и дружбы, которая никогда не нападала на Франца, теперь могла так поступить. Страх за Альберта смешивался с чувством предательства. Он доверял орлу, открыл ему свой дом и сердце, и теперь казалось, все это было самой большой ошибкой в жизни. Но в глубине души мужчина отказывался верить, что животное могло причинить кому-либо из его семьи вред. Может, Франц чего-то не знал? С этими мыслями семья пробежала порядка 400 метров от места похищения ребенка. И тут земля задрожала, оглушительный рев наполнил воздух, а горы за домом Франца начали покрывать лавины камней и снега. Дом стоял довольно далеко, однако огромные камни с землей прошлись прямо по той лужайке, где 5 минут назад все веселились, снеся всю веранду и пол дома. Франц и его семья остановились, как вкопанные, с ужасом глядя, как их дом уничтожается оползнем. Дом, бывший родным для многих поколений Смитов, превратился в развалины за считанные секунды. Но тут с неба вернулся орел. Он плавно спустился и положил Альберта на землю невредимым. Вся семья бросилась к нему, обнимая и плача от облегчения. Франц повернулся к орлу. Его глаза были полны изумления и благодарности, которую невозможно было передать. «Ты знал», — сказал он, — «ты знал, что это произойдет. И отнес Альберта в безопасное место. Ты спас нас всех. Если бы орел не унес малыша, то люди просто бы не успели среагировать на лавину». Птица просто смотрела на него своими золотыми глазами, сияющими почти человеческим разумом. Затем, с последним пронзительным криком, он взмыл в небо и исчез из виду, прощаясь с Францем. Друзья, если вам понравилась история, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.